Сегодня я катался на машине и слушал венгерское радио. И слушая венгерский язык, я подумал, что-то как-то очень часто встречается мнение, что венгры это тоже славяне. Но и об этом я расскажу в сегодняшнем зриве. Ну и так, часто слушаю, что венгры это славяне, просто овенгревшие. Могу сразу сказать, что от меня очень далекие представления, чтобы быть каким-то империалистом и просто всех провозглашать славянами, потому что, не знаю, просто потому что. И те славяне, и эти славяне, и то наше, и это наше. Да вообще могу сказать, что не совсем непонятна такая логика, что чем больше стран под нами, тем мы лучше или что-то. Лично я этого не понимаю и никогда не понимал. Потому что, мне кажется, какая у меня лично будет польза, если, не знаю, там, Словения, Хорватия, любая страна будет на 3 метра больше. Да? Ладно, может даже не на 3 метра больше. Но все равно, зачем желать что-то, что чужое? Это так на личном уровне и на народном уровне. Поэтому я не понимаю того, когда кто-то просто пытается навязать будто венграм, будто румынцам, что они просто славяне, и что бы они ни сделали, они славяне. Да? И когда об этом думаю, я тоже могу сказать, что я миллионер. Просто я миллионер, я богатый. Но от этого я же не стану богатым. Факты от этого не меняются, что мы кого-то кем-то называем. И что касается именно славян, как я считаю, придерживаюсь довольно такой беспристрастной точки зрения, потому что я на всех славян смотрю как наравне, то есть каждый имеет право на собственное развитие. В этом не вижу ничего плохого. Тем более, когда кто-то кого-то заставляет принимать какое-то мнение, в этом особого смысла нет. Потому что даже если тот другой человек согласится, он согласится тогда не из чистого сердца, а потому что его заставили. И поэтому, когда я говорю о славянском объединении, я отнюдь не имею в виду такого, что надо кого-то заставить что-либо. Совсем не это. Ну ладно, я уже немножко отошел от темы. Сегодня я слушал венгерское радио и думал, почему так часто встречается мнение, что венгры это славяне. Естественно, какая-то доля правды в этом есть. Но современные венгры — это совершенно свой отдельный народ, который свою историю осознает по-своему и имеют всякое право на это. Я даже могу сказать, что венгров я очень, а можно сказать, что все больше и больше уважаю. Какой мой опыт с ними? Во-первых, я живу очень недалеко от венгерской границы. Очень недалеко. Естественно, живя недалеко от Венгрии, я очень часто встречаюсь с венграми, с венгерской культурой. Это было по-разному. В детстве начиналось с того, что мы часто ездили в Венгрию за покупками, потому что там было все намного дешевле, чем у нас. И там часто слышали венгерский язык. И да, очень много деревень, городов тут в пограничье, они двуязычные. То есть таблицы и надписи у нас и на славянском, и на венгерском. И, естественно, так невозможно не быть в каком-то контакте с венгерским языком. И их язык я очень часто слушаю. Но с моего детства у меня отношение к ним было довольно отрицательное. А это потому, что история венгров со славянами довольно сложная. Особенно 19 век и еще 20 век. Потому что именно в конце 18-го, в начале 19-го в Угорском королевстве началась политика венгризации, то есть когда всех граждан страны пытались сделать венграми. И это проводилось над словаками, над румынцами, над словенцами, над хорватами, над сербами. В общем, над всеми, кто только жил в Угорском королевстве. Естественно, результат этого был таков, что просто эти все другие народы стали отвергать эту угорскую часть своей истории, не маджарскую, а угорскую часть своей истории, потому что им пытались силой навязать какую-то идентичность. А до того времени, в принципе, все было более-менее нормально. Если говорим о венграх, смотрите, перенесемся несколько столетий, даже тысячелетий назад, в прославянское время, допустим, там 4-5 век.
еще до того, как славяне сами стали расселяться по Европе. Еще тогда протовенгры или правенгры, можно так сказать, они жили очень близко к праславянам. Это была территория современной России. Чуть позже, конечно, они там сдвинулись. Там, когда мы уже говорим, допустим, о IX веке или еще чуть раньше, о VIII веке, они были восточными соседями славян. И если нас кто-то смотрит, допустим, из Воронежа, из Воронежской области, вот венгры там тоже жили, прежде чем переселились окончательно в Европу. Об их связях свидетельствуют и современные хантийский и мансийский язык, если я чего-то не путаю. Подождите. Я очень часто путаюсь в языках малых народов России, поэтому если я запутался, исправьте меня, пожалуйста, внизу в комментариях. Ну вот, они сначала жили там и уже тогда контактировали со славянами. И мы еще знаем из их истории, что они двигались потом по степи, то есть по современной Южной Украине, даже не только Южной, а и в окрестностях Киева также. И то, что известно из венгерских источников, ну, это вопрос, насколько это достоверно, ну, просто это там зафиксировано, об этом говорю. Они упоминают, что им какой-то князь Руси дал много воинов для походов в Панонию. То есть уже тогда они получали какую-то помощь в качестве людей из восточных славян. То есть уже тогда это венгерское общество было довольно близко и довольно смешанное со славянами. Естественно, верхушка была своя угорская, то есть не угорская, а мадьярская. И она говорила на своем языке, она распоряжалась там всем. Ну и где-то там в IX веке они все чаще совершают набеги в Панонию и воюют с Великоморавским славянским королевством, которое распространялось на территории современной Словакии, Чехии, частично там Венгрии тоже, Австрии, Польши и других странах. В общем, очень такое на тот момент большое и великое славянское королевство. В конечном итоге, по многим причинам, это королевство распалось. И их место заняли прежде всего кочевники Венгрии. Но они не совершали какой-то там геноцид на всем этом пространстве, естественно. Поначалу эти контакты были довольно насильственные, но со временем все-таки они брали себе в жены славянских девушек, особенно тех с территории современной Словакии. Это тоже зафиксировано в источниках. И также там Словении, Хорватии, Сербии. Естественно, брали себе в жены панонские славянки. Обычно мы, как славяне, со знанием вообще очень большие проблемы. Я бы так сказал, что мало всего знаем. Я тут не исключение. Я тоже начинал этот путь так, что мало всего о венграх вообще знал. И не любил их, потому что я знал о сложных моментах истории между венграми и славянами. Немножко я так прыгаю туда-сюда, но учусь пока что говорить на камеру, поэтому вы мне напишите, что вам мешает, когда я отвлекаюсь. Что касается моего личного опыта с венграми, хотел сказать, что вот, допустим, во время Второй мировой войны мой регион был сразу присоединен к венграм. И тогда в школу ходила моя бабушка, она была тогда в 2 классе, и у них прям было в школе так. Если учительница слышала, что кто-то разговаривает на своем славянском наречии, то за это могли получить по рукам. И говорили им, что венгерский хлеб едите, а по-венгерски не говорите. Как это? То есть насаждали тогда вот довольно, можно так сказать, насильственно свой язык и все остальное. Но это 20 век. Ладно, перенесемся обратно в 9 век. Значит, да, в начале эти отношения были довольно плохие. Но то, что многие забывают, что когда венгры переселились сюда, это не было так, что они просто всех поубивали, и все, теперь тут живут одни венгры, и все, славяне просто исчезли. Не было так. А спустя много-много-много времени происходила тихая ассимиляция. Вот что мы знаем, что, допустим, Западная Венгрия, а это, если посмотрите на карте, есть озеро Балатон, очень большое, вы его точно увидите. Значит, вся эта западная часть была довольно плотно населена славянскими племенами.
паннонскими славянами. Среди них, естественно, были и некоторые немцы, что мы тоже знаем из источников. Суть в том, что вплоть до 13-14 века там говорилось в основном на славянском языке, на паннонском славянском. Отчасти остатки этого паннонского славянского языка – это наречия современной Восточной Словении и Северной Хорватии. Отчасти, говорю. И мы даже видим по составу венгерского языка, что у них очень много слов заимствовано прямо из славянского, а то и даже из праславянского языка. Есть и такие формы. Допустим, слово «гомба» приходит на ум, или слово «сомсед». Гомба – это как наша губа, или по-русски сейчас называется это гриб. А по-венгерски вот гомба, по-славянски гоба, по-хорватски губа. По-русски слово губа этимологически тоже связано с этим, если я правильно помню и чего-то не путаю. Ну вот, и эти славяне с венграми потихоньку смешивались. И даже если посмотрите на хорошую долю князей всяких венгерских, да, у них вы сможете найти эти же славянские корни. Потом еще один такой момент, который связан с османской опасностью. С опасностью от Османской империи, когда они воевали тут у нас. Начиналось это с 15 века тут у нас, с этими набегами. Но очень тяжелые бои были в 16 веке. И потом в 17 веке у османов получилось занять очень большую часть Венгрии. Угорское королевство стало ограниченным только на территории современной Словакии. Опять же, я карту там смотрю. Современной Словакии, современной Западной Венгрии и современной северо-западной Хорватии. Это был такой очень узенький пояс. И дело было в том, что османы, когда они воевали, они очень много людей отвели в рабство. Многих убили, многих отвели в рабство. Оценивается, что где-то 1/3 тогдашних угров была то ли отвезена, то ли просто убиты были, да. И там была потом большая проблема с населением, когда освобождались эти территории, потому что плотность населения была очень-очень маленькой. И, естественно, потом после 17 века на эти территории переселяется довольно много словаков. И также с 17 века довольно много сербов приходит на территорию современной Венгрии. И все они потихоньку впитываются в это венгерское ядро. Со временем, вплоть до того, что их потомки будут считать себя просто полноценными венграми. И, я не имею ничего против. И, естественно, также очень сильно не хочу, чтобы, если нас смотрит кто-то из венгров, чтобы он на это обиделся. Потому что венгров в целом, как народ, я лично очень сильно уважаю. Были плохие моменты с ними, но были и хорошие. Мои предки жили в основном в Венгерском королевстве, и это, вплоть, можно так сказать, до 17 века как раз, в начале которого впервые упоминается моя фамилия, как раз в составе Венгерского королевства, но на территории Словакии. И многие из славян добровольно помогали венграм или участвовали, так сказать, в жизни королевства угорского. Но проблемы потом, как я сказал, начались в 18-19 веках. И это еще такое время, когда на территории Венгрии находилось очень много словацких и славянских вообще деревень, даже там в окрестностях Будапешта. И по решению тогдашней государственной политики начались процессы венгризации. То есть венгерский стал государственным языком. И это все, конечно, началось с французской революции. До того времени, латынь это был главный литературный язык, на нем все решалось. А потом с начала 19 века или с конца 18-го начали переходить на национальные языки. И, естественно, каждый из народов хотел, чтобы перейти на свой национальный язык. И на этой почве развились новые конфликты. И началась довольно такая сложная история между венграми, опять же, и славянами. То есть первый тяжелый момент был еще в 9 веке, а потом второй такой мощный, сильный, спорный момент – это 19 век. И тогда буквально были примеры того, что похищали детей в Верхней Угорщине, то есть в современной Словакии, и перевоспитывали их уже как венгров. И будет очень интересно, если посмотрите на венгерские фамилии. Очень многие из них славянские буквально, но просто в венгерской форме написаны. Допустим, одна из очень частых фамилий – это Ковач. То есть у нас это кузнец, Ковач.
кто кует. Куе. Не знаю, как по-русски. Но в праславянском языке это было. Потом фамилия Новак. Очень частая тоже в Венгрии, да. Опять же, мне кажется, что я должен это повторять и повторять. Я венгров не считаю славянами, потому что они венгры. И особенно в современное время, мне кажется, что мы можем очень многое положительное увидеть у венгров и сами это тоже применить. Потому что, как кажется, они действительно любят свой народ. А у нас очень много этих всяких идей величия. Причем эта часть есть у всех славян. Просто каждый как-то про себя говорит или про своих славян конкретно говорит, что «Не, мы пушистенькие, мы никогда ничего плохого не делали». Это все они. Это не только характеристика славян, это делают люди из многих народов. Вспоминаю такую басень, или как это говорится, или притчу грека Эзопа, который написал, что каждый человек носит две сумки. Одну спереди, другую сзади. Та спереди полна зол и плохих дел других людей, а та сзади своих. И так это спереди постоянно на глазах, а та сзади никогда. И мне кажется, этим очень хорошо сказана суть про человека, а можно это и на народность, естественно, применить. Наконец, еще что-то, что меня связывает с венграми. Как связывает? Это какая-то моя семейная история с венграми. Значит, мои предки, дедушки с обеих сторон, и с маминой, и с папиной, они как-то с Венгрией связаны. Естественно, они жили в Угорском королевстве, они не могли быть не связанными с Венгрией. И очень часто они торговать, допустим, ходили в Будапешт. То есть, считалось центром не Любляна и не Загреб, а Будапешт. И еще мои предки, те, кто был мобилизован, они служили в венгерской армии во времена Второй мировой войны. Мой прадед Степан был мобилизован со стороны венгерской армии. Он был как это говорится, то есть не тот, кто прямо на фронте, а кто сзади, за фронтом, кто помогает, не знаю, если нужно, с едой, со всякими такими вещами. И они тогда находились где-то поблизости местности Папа. Это северная Венгрия, так можем сказать. И бабушка мне часто рассказывает историю про то, как ее забрала мама. Бабушке было тогда, не знаю, лет 7-8, может быть. И они поехали туда, в Венгрию. Поехали увидеться с папой, потому что прабабушка очень сильно переживала, что она его больше не увидит, и все. История интересная, может быть, когда-нибудь я ее и расскажу в целом. А пока только то, что там тогда были тоже венгерские солдаты. Моя бабушка, Бака, она знала венгерский, потому что ходила в венгерскую школу. И знает до сих пор, слава богу, еще она жива. Там разговаривала с какими-то венгерскими солдатами, спрашивала от имени мамы, где то ли какая-то деревня находится, и едут ли они туда, и могут ли их забрать. Потом забрали, естественно. Деревня в Венгрии называлась Лебянь. И, потом они сели на воз, где, наверное, знаете, что такое воз, я просто слово не вспомню сейчас. Сели на воз и поехали с ними, и тогда они начали говорить уже не по-венгерски, а между собой разговаривали. Я не знаю, на каком языке точно разговаривали, но я предполагаю, что это был словацкий, потому что Бака мне говорит, что она их понимала, и они стали разговаривать по-своему. И тогда и прабабушка моя тоже понимала. И так что мне кажется, что это были словаки. Это было где-то то ли в 43-м, то ли в 44-м году. Вторая мировая война. Потом, что касается Первой мировой войны, тогда тоже мои были мобилизованы, а один из моих предков, так важно не ошибиться, мой прадед, да, он был даже полковником венгерской королевской армии в то время. И его отправили воевать на Восточный фронт. Но он умер очень молодой. Что там у него было? Ему было где-то тогда лет 35-36. Умер он, если я правильно помню, от туберкулеза. И так. И что еще могу сказать? Когда начал заниматься исследованием генетики и предков, обнаружил, что действительно и на территории Венгрии у меня довольно много родственных людей по крови. Что мне довольно интересно, естественно. Дайте знать, если вам понравилось то, что я сегодня рассказал. Самый лучший способ — это поставить пальцы вверх
и, естественно, еще внизу написать.